Привет, друзья! Сегодня в этом видео я бы хотела с вами сделать свечу «Осень в бокале». Для сегодняшнего видео нам понадобится для сегодняшней работы гелевый воск, сухоцветы, камешки, кукурузный сироп, с которым вы уже знакомы по другим моим видео. И, как всегда, начинаем мы работу с закрепления фитиля на дне нашего бокала при помощи липучки, потому что фитиль – это сердце свечи, и очень важно закрепить его правильно, чтобы свеча горела равномерно, без каких-либо наклонов в сторону, влево, вправо. Итак, по центру мы выставляем фитиль и приступаем к созданию свечи. Также мы возьмем немного декоративных камешков и украсим дно нашей свечи. А работать мы сегодня будем с гелевым воском. И это не просто какой-то гелевый воск. Идея моя заключалась в том, чтобы показать вам, друзья, что ранее используемый воск может быть использован при создании новой свечи. Вы видели сейчас бокал, который мы с вами делали в виде бокала бурбона, свечи бурбон не так давно, в недавно записанном видео. В этом видео я использую именно этот же воск, гелевый воск, и вы увидите, что он прекрасно может быть использован в работе для создания новой свечи. Все, что я сейчас делаю, это просто рву или режу на маленькие кусочки гелевый воск и в виде как бы кристалликов ложу их также на дно бокала, заполняю ими часть бокала. Вот видите, что у меня получилось. Теперь при помощи бумажного стаканчика и ножниц я сделаю себе как бы держатель для этого бокала, с которым мы работаем, потому что мне нужно будет приклеивать декор на стенке бокала, и будет очень важным, если бокал не будет стоять, а декор сможет быстрее прилипнуть и засохнуть на стеночках бокала. Теперь мы берем кукурузный сироп, я сделала для него маленький стаканчик, с которым можно будет работать, наливаем небольшую порцию, и, как вы знаете, для чего мы это делаем? Правильно, для того, чтобы закрепить декор на стенках стеклянного бокала. Сейчас мы просто наносим достаточно плотно на стеклянные стенки бокала кукурузный сироп, и затем мы будем приклеивать сухой декор, сухоцветы. Сразу скажу, друзья, с плоскими сухоцветами, прессованными, работать гораздо легче. С этими большими цветами, которые вы видите сейчас, я, признаться, намучилась. Они не засыхают очень быстро, не пристают плотно к стенкам бокала. Я не рекомендую пользоваться такими большими сухоцветами, если вы будете использовать кукурузный сироп для как бы приклеивания декора к бокалу. Также я буду пользоваться сейчас сахарной присыпкой, для чего мне хотелось добиться медово-пряного запаха и создать эффект медовой пенки, когда я буду уже заливать гелевый воск. Поэтому я использовала сахарную присыпку и кукурузный сироп для запаха. Сейчас все, что вам нужно будет сделать, это просто сахарной присыпкой как бы обсыпать стены бокала, и она достаточно быстро прилипает, сироп достаточно плотно склеивает сахарную присыпку со стенками бокала, и присыпка не осыпается. Теперь, друзья, мы возьмем немного расплавленного воска и аккуратно зальем внутрь стакана, но, как мы знаем, воск для того, чтобы он меньше пенился, нужно наливать не горячим, а дать ему немножечко остыть. Однако в своем видео я очень хотела добиться эффекта как бы висящих в воздухе цветов, и которые как будто бы ими играет ветер, которые как бы кружатся в воздухе. И также мне хотелось получить как можно больше пузырьков, потому что они создают, как мне кажется, виртуально
видимость дождя. Что я еще сделала? Я взяла остатки гелевого воска и также положила, разорвав этот воск на маленькие кусочки, засыпала как бы верхушку свечи и залила сверху оставшимся расплавленным воском. Вот и все, свеча наша готова. Осталось только обрезать фитиль, дождаться темноты, что я сделала, и полнолуния. И в полнолуние мы зажигаем нашу осеннюю свечу. Я же, друзья, прощаюсь с вами. До следующего видео. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, если вам понравилось, поставить лайк этому видео и задать мне вопросы, если вам было интересно. Я с удовольствием на них отвечу. Увидимся в следующую пятницу или среду.